Дорогие друзья, здравствуйте! В этом видео мы расскажем, по какой причине нам еще не постелили кровельный покров. Также сделаем обзор камина, который нам уже установили, и другие внутренние работы, которые уже проделаны. Посмотрим, какой забор Владимир купил. Кстати, я его буду видеть только первый раз вместе с вами. И будем чистить лес. Все это и многое другое в этом видео. Впрочем, досмотрите это видео до конца, поставьте лайк и оставьте комментарий. Итак, поехали! Сейчас остановились у фермерского магазина, купили яблочки для деток детского сада. Мне приходится даже в выходной день думать о детках, которые придут и чем я их буду кормить. Так что остановились, купили яблоки, а сейчас продолжим ехать на наш загородный участок. Яблоки очень вкусные, хорошие. Они были на уценке. Одну коробку покупаешь, одна бесплатно. Они немного дешевле нам вышли. Да, вот яблочки берем. Смотрите, какое малюсенькое, да, вот такое раз. Ребеночек взял и скушал. Хорошие яблочки эти. Так, еще таких вот красненьких возьмем. Вот такие темно-красненькие. Они очень вкусные. Так, скупились. Для детского садика яблочек взяли вот так вот. Натуральные. Натуральные, очень вкусные, хорошие яблоки. Очень хорошие здесь. Так, сейчас продолжаем наш путь. Будем ехать на наш участок загородный. Вот это остановились вот так вот. Купили $1.79 за паунд, за полкилограмма яблок. Вот эти яблочки мы взяли. Одну коробку берешь, одна бесплатно. Получается, это где-то по 80 центов за паунд. Так что вот так вот. Немножко дороже, чем в прошлом году весной мы брали. Но ничего. Еще будет весна, будет тоже дешевле. Очень холодно сейчас. Ветер прям дует, так немножко холодно. Ну, ничего, когда работаешь, немножко теплее становится. Правильно, Владимир? Ну все, поехали. Остановились с мужем по пути на наш участок. Показать, вот такая у нас зима. Смотрите, это водоем соседи выкопали. И вот так он примерз сегодня. У нас такая зима. Минус 2 градуса. А красиво смотрится. Так, подъехали на наше прапорти, а тут на наш участок подъехали, а тут, пожалуйста, уже рабочие пришли нам помогать. Какие красавчики, смотрите, все вблизи. Не двигай машину. Вот ты глянь, испугались и убежали. Вы, ну-ка, давайте. Так, тут стоит уже камин у нас. Огонь сильнее горит. Не надо сейчас. Итак, дорогие друзья, сейчас мы уже на стройке. У нас вот, вы видите, камин. Уже поставили, установили. Так, здесь труба вот так идет вверх. Выходит туда. Это камин, это как печка, он на дровах. Вот, здесь все ложишь их, зажигаются сами они, от электричества зажигаются. Угу. Да, а что-то за упаковочки какие-то? А, не знаю, что здесь. Сейчас посмотрим поближе. А, это весь такой набор это для тесты. зажигания для Это первого раза. Видишь, вот это что? Да. О, даже перчатки положили. Да, чтобы все было. А это ручка открывать, вот эту, которая на дверях, когда нагревается, чтобы руки не опалил. Вот. И дали тебе еще перчатки, чтобы все было хорошо. Вот. На задвижку специально такую. Здесь надо будет потом открутить и поставить, и затянуть вот эти два болтика. И вот так она будет стоять. Это задвижка, чтобы открывать. Оп. И все. Я открыл эти самые
заслонка открылась и пошла тяга. Так что у нас каминчик уже стоит. Вот, теперь осталось его протестировать, как он будет работать в нашем доме. Да, но потом уже, когда сделают щедрак, да, здесь все так вот. Да, здесь Эта уже... часть вот над камином и снизу и над камином это будет все выложено камнем. Вот, это вот горячее. Они написали, что здесь горячее, чтобы не трогали руками, потому что Ну да, обожжешься, чтобы их не засудил. ну да. А эта крышка, наверное, вот стоит она сзаду, да, с камина? Да, я Откуда думаю, она? да. Я вижу, это, что нарисована камин на ней. да, это задняя крышка. Они просто поставили трубу, туда вывели, а эту не поставили. Ну, можно ее поставить и самим. Ну, может, еще будут ставить, они же придут еще что-то. Не, уже все. Уже все, да? Да. Сделали все. Они уже Прекрасно. деньги сняли, уже все. Денежку заплатили. Где-то вышло нам сколько, 16 или 13 тысяч долларов? Да, что-то 13, может, чуть больше. Да. Это такая книжка, по которой тут вся инструкция была на камин. И вот они все тут. Все по книжке делается. Так разрисовано, показано все. Даже первоклассник поставит. Первоклассник камин может установить. Ну да, по книжке, по инструкции, конечно, что ж там его. Так, такие дела, да? Камин сделан. Так. Но я такого еще не видел. Устройство в камине. Я думал, что обычно, как ты открыл, все, дров наложил и закрыл. И все, он горит. А тепло дует сюда. Как здесь берет, а сюда выдувает. А здесь, оказывается, оно сюда воздух, чтобы гнало, оно берет с улицы, проходит. И вот здесь вот эти трубы стоят. Вот она, вот эта. Она запитана с улицы. Чем? И воздух оттуда берет, и сюда идет, и потом... Чем она запитана? А он на улицу выведено на улицу, и воздух берет с улицы. Вон там через... Свежий воздух с улицы берет. Это, наверное, труба для, чтобы тяга была лучше. Она с крыши, на крышу выходит и там остается. Да, она вот на горище остается. Вот. Да, это как подпитка для тяги. Я еще не видел, что она забирает с горища, если для циркуляции берет с горища, на улицу вытягивает все. Вот. И здесь установили включать и выключать этот камин. И здесь температура тоже регулируется. Вот это Это вот. запальник, наверное, да? Чтобы когда Ну, запальник, тык-тык-тык-тык, и она включила все его. Не надо зажигать. Не, ничего не надо. И спички не надо. Не надо, ни спички, ничего. Оно Просто электрически зажгло, и все. Но это же у нас А печка это, на дровах, да? Это моторчик, чтобы дуло воздуху. Надо на всю сделать, вот так только поднял. Это моторчик, который стоит там внутри. Что еще у нас есть новенького? Давай посмотрим. Канализация. Это тестировка канализации. Они там закрыли, на выходе закрыли отверстие. Вот, там поставили такую грушу. Набрали все трубы, набратые водой. Да? Вода есть, да? Да, набратые водой. Инспектор, Когда да? инспектор придет, он проверит, что вот, и вот даже, вот аккуратно, и вот где-то подсоединяется, вот они поставили пробку сюда такую, вот, чтобы все было под давлением. И установили sprinkler system такая, короче, если пожар, то срабатывают на этом распылителе, там сенсор стоит, такой датчик, и открывается канал воды, и начинается, как дождем тушит. Это закачанная система под давлением. Вот, уже сколько стоит дней, все стоит точно, утечки нигде нету. Вот, и все вроде бы нормально. В каждой комнате стоит спринкл. Если большая комната, то идет 2 спринкла. Здесь маленькая комната,
то идет один. Вон он, красная такая головка, надетая на него. Там спринкл. Если температура повышается, то он это лопается. И И вода поливает. льет, заливает все. Это опреснитель на воду. Фильтр такой. А мы думали, где он пропал, да? Они уже его нашли. А это что такое? Это ключ, чтобы менять это элементы. ключ? Да, элемент, чтобы А менять. это ключ такой, я думала, Да, какая-то дел и открутил. играться. Ракетка думала какая-то играться. В этой комнате стоит 10 спринклов. Распылителей воды, когда Вдруг от что-то... пожара, да? Да, да. Сейчас я так повернусь. Вот, да. Вдруг пожар, то оно срабатывает. С одной стороны и с другой стороны. Вот так вот. И Тут и там. здесь на ровной площадке тоже вот 2 идет. В комнате по одному. Да. Видишь, так сейчас новое правило в Калифорнии. В кухне тоже 2 поставили. Так здесь нету. В туалете, ну-ка, в туалете В нету. спальне есть и в коридорах есть, а в туалетах нету. Да, наверное, по площади, по размеру комнаты они смотрят. Если это маленькая, то достаточно того, который рядом стоит. И стоит, я думаю, они считают, что А это может, знаешь еще достаточно. почему? Потому что в ванне температура-то повыше, чем в доме. Ну, И может... не знаю, срабатывать. фены ты включаешь, Интересно, да, почему? фены включаешь, что включаешь, но температура повышается. Вот, смотри, ванну воды. Воду в ванну добавили, набрали, а? Это для инспектора. Для инспектора, да? Интересно. А вода, глянь, какая голубая-голубая. Такая чистая. Ну, грязная, конечно. С мусором там, со всяким на низу. Прикольно, а? Ванна стоит с водой. Нигде ничего еще нету жизненного. Вот, электрощит, иди на эту сторону посмотри тоже. Сейчас. Вот, это установили электрощит. Вот, по этой трубе кейбл заходит сюда для распределения. А не будет он шуметь в эту комнату? Нет? Или это тут не шумит оно? Но шумит трансформатор, но здесь трансформатора нету на нем. Ага, понятно. Трансформатор стоит на столбе, на столбу здесь они ставят, в этой эрии. Это не опасно для комнаты? Не. Не? Представь, так вот живешь в комнате, да, лежишь на кровати, а сзади тебя трансформатор, да? Зато печку топить не надо. А что, он будет теплый от него? Да, он же теплый. Серьезно? Конечно. От него тепло идет? Конечно. Да? Да, он же перегоняет, как понижает вольтаж, ампераж понижает. Ну что, поднимемся на второй этаж, да? Сейчас посмотрим, что здесь вот есть. Так, смолой обработали наш душ, душевую кабинку. Никогда не знала, что так вот делают сперва. Но это недавно начали делать. Ты думаешь, да, раньше не делали? Не, В старых домах нету такого? нету. Это новые. Прикольно. Вот, заливают все вот это, потому что под ваннами, под этими туалетами оно все гниет. Поэтому они сделали такое требование, чтобы все было. Прикольненько, конечно. Здесь на втором этаже больше. тоже спринклы поставили. Друзья, вы знаете, много вопросов было по поводу нашей крыши. Почему у нас крышу до сих пор не построили, не постелили строители? Объясняю, сама этим вопросом задавалась и спрашивали у строителей. Наконец-то мы узнали этот секрет. Он так, наш строитель любит так делать. Смотрите, сейчас будут делать нам штукатурку, да? И вот это вот, этот кусочек вот, видите, там крыша будет, а здесь надо штукатурить. Этот кусочек маленький. Потом с другой стороны крыши тоже вообще узенькая полосочка. Если сейчас мы постелим крышу, строители, которые будут делать штукатурку, они будут
идти по этой крыше, им же надо как-то подняться, чтобы то заштукатурить. Они выможут крышу. И поэтому наш строитель говорит, я хочу, чтобы штукатурку сделали сперва, а потом только крышу. И крыша останется чистенькая и невредимая. Так что вот это вот такой секретик, поэтому мы ждем, когда сделают штукатурку, тогда только будут стелить нам крышу. Но уже на этой неделе говорил, что уже завезут нам шингл, положат на крышу. И будем ждать, как только штукатурочка закончится, тогда сразу бах, крыша. И снаружи Всё, дом готово. уже готов. Так что, друзья, такие наши планы на сегодня. Сделали небольшой обзор мы с вами вместе. Сейчас отправляемся, будем чистить наш лес. У нас еще небольшой участок, который нам надо поднять все деревья, которые сухие, ветки, деревья. Все там прибрать, чтобы уже было чисто, приятно глазу и росла красивая травка, зеленая, как вот там. Поставили вот на водяную Ой, щас на я водяные чуть не упала. трубы. Там, чтобы все сделано, все закрытые краны. Вот, и стоит сейчас все под водой, под давлением. Сейчас 180 PSI почти. Посмотри. Это очень много, но в системе где-то 35-40 Так а почему PSI. они тогда так Они сделали? дали напряжение, чтобы проверить, чтобы не было нигде утечки. Понятно. И вот, и теперь показывает, что здесь где-то 178, где-то так. А когда этот инспектор приходит? Наверное, завтра или послезавтра? Понятненько. С такими обзорами, как мы делаем сегодня, то, думаю, нам не удастся работать сегодня. Глянь. А земля, да, Все примерзла? замерзло, да. Смотри, как так вот наступаешь, и земля, о, смотри, какая подмерзла. А там лед. А там лед под низом, да. Так, ну что, надо, наверное, отправляться нам уже работать, а? Да. Да. Так, вот камин уже. О, шляпу на камин поставили, да? Не, то рубероид застеленный. Нет, а вон вот это, которая Не. искрогаситель. А искрогаситель он стоял сразу. Нет, сразу он не был. Сейчас мы, друзья, проедем на нашем траке в сторону участка, где мы будем сейчас прибирать, и покажем вам забор, который мы уже купили. Купил забор на Акшине. Вот, две упаковки купил. В каждой упаковке по Две, да? А я думала 4, нет? Нет, это все одна упаковка. Одна упаковка, другая упаковка. Вот, 30 штучек секций в каждой упаковке. 60 секций по 10 фитов. Это где-то 3,5 метра. Да, примерно. 3 метра, 3,5. Да, Вот, такой и взял еще, металлический. да, металлический забор усиленный. Здесь идет 4 вот таких вот квадратика. На каждой секции раз, два. И там сверху. наверху раз, два. Вот 4. Они такие более крепкие. Приобрел 3 ворот. Вот такие. Вот с таким, Да? такой нижний рисунок. Ага. Симпатичный, да? А там что? О, там тоже что? А здесь олени. Только их надо будет разукрасить еще. Да нет, я не думаю, что надо их разукрашивать. Глаза им поставить. Зеленые елки, да? Зеленые елки Детский сделать. садик будет, а? Конечно. Нет, я не думаю, я не хочу. Я хочу, чтобы было черное. Вот. И металл на воротах такой, он плотный, такой, вот, Плотненький, полтора, 2, считай, 2 миллиметра, даже 2,5 толщина.
очень, ну, тяжелые. Надеюсь, нам хорошо будут служить, да? Ну, нам, наверное, еще немножко надо подкупить, да, будет? Да, но это на лицевую сторону. И немножко, может, вовнутрь хватит. Вот, так что теперь надо разгрузить. Это акшен, как называется, акшен, где я взял. По забору Ага. идет в комплекте. Столбики идут, вот они. Столбики идут в комплекте. Ага. Здесь И 30 вот это на низу секций, тоже, да, столбики? 30 секций и 31 столбик. Потом идет, они здесь наверху положили. Еще что-то включается? Да, да, вот здесь оно привязано, я показать не могу. Крепление к столбам и секции. Ага. Вот сюда квадратики такие оставляются и к столбу, и прикручиваются. Можешь варить сваркой, можешь собрать как конструктор. Интересно. И они это сделали, чтобы ты в любом месте мог его поставить. И сейчас вот эта зона, которая очень у нас живописна, здесь очень такой красивый камень большой, на котором мох растет. Но здесь очень грязно, нам надо сейчас будет поубирать. Здесь вот такие всякие уже расслевающие бревна лежат, надо их убрать. Да, потом тут какой-то и ковролин. Звери притащили, наверное, кто-то в мусорку выкинул, а они, знаете, звери любят ковыряться. Вот они притащили сюда, и оно уже 100 лет тут лежало. И никому не было дела до этого. Вот это тоже, вот это надо поубирать. Сейчас приступаем вплотную к работе. Так, уже мы с Владимиром начали. Костер небольшой, вот здесь вот 2 стульчика я принесла, чтобы нам можно было отдохнуть, когда устанем. И будем работать сейчас. Короче, тут надо расчистить немножко территорию, так, чтобы можно было сюда пройти. И, короче, вот это дерево надо тут убрать на заднем плане. В камнях, вот видите, тут все заросли. Смотрите, сколько здесь чермета всякого, я не знаю. Вот это его тоже надо все собрать. Откуда он взялся? Не знаю, может быть, коробочки какие-то были. Немного еды было там на нем, на стенках. И вот животные перетащили все это сюда. Так, ну что, это наш фронт работы, да, на сегодня? Как я понимаю, этот куст огромный. Да? Похоже. Глянь, какой мох. Жалко сжигать его. Да, хочу. И вот тут столько. Такую декорацию можно сделать в доме. О, не говори. Трухлявый, да? Ну, а мох только на таком и растет, на полуживом. Ладно, А не, на деревьях тоже растет. Ладно. С северной стороны. Работаем, да? Уже почти территория заканчивается уборкой. Уже скоро будем праздновать очистку нашей территории. Вот так вот отсюда. Вот тоже камешки. Такая красота. Вот видите, какие зеленые. Вот такой костер у нас уже дымит. Вот так вот.
корни, кустарники полудохлые уже выкорчевал мой муж. Сейчас не знаю, что он хочет делать. Наблюдаем. Просто ломает сухие гнилые бревна. Сейчас, наверное, будет... Сейчас, наверное, этот будет. Вот, точно, я угадала. Вот такая длинная сосна. Интересно, сколько она фитов, да? Смотри. Туда. Неизвестно аж куда. Территория нашего участка составляет почти 9 акров, что в переводе на гектары это примерно 3,5 гектара. Мы уже долгое время, шаг за шагом, восстанавливаем наш лес, заботясь о нем с любовью. Мы очищаем его от заросших и старых деревьев, чтобы дать место новым растениям, позволяя им расти здоровыми и сильными. Каждый раз, возвращаясь домой уставшими, грязными, но счастливыми от проделанной работы, мы наслаждаемся преображением нашего леса. Он становится все более красивым и гармоничным, напоминая парк, где природа и человек живут в согласии. Всех благодарю, что были с нами, и если кто еще не подписан, то подписывайтесь. И не забывайте ставить лайк и писать комментарии. И до новых волнующих встреч на нашем канале «Дом мечты» в Калифорнии. Всем пока-пока!